Друзья, всем привет! Вот такой вот красивый вид. Это у нас речка. Речка в деревне. Сегодня у нас ролик посвящен обзору самой деревни. Краткий рассказ. Здесь у нас купается. Речка у нас в конце деревни. Поэтому обзор будет у нас с конца деревни. Так как дом у меня в начале деревни, живу я в начале деревни. Деревня большая. Вот я вам, уж извините, с конца деревни покажу обзор вплоть до начала деревни. Это место называют лягушатник. Ну, понятно, здесь мелко. Вода тепленькая. Тихо, спокойно. Ну, вот туда вот можно зайти, там будет по грудь. Ну и, соответственно, рыбалка. Все как полагается. Прикольно, мне нравится, очень нравится. Дно здесь такое. И песочек, и мелкие камушки. Погода супер. Все, сейчас дойду до машины, включусь. Буду вам обозревать с конца деревни. По просьбам трудящихся. Итак, поехали потихонечку. Здесь в конце деревни дорога не очень. В том плане, что разбиты, ухабины. Значит, не зря я вам неспроста показал речку, так как в свое время в деревне дома были вплоть до самой речки. Вот здесь сейчас мы видим деревья слева и справа. И за редким исключением стоит пару домов. Но вот это все были дома. И слева, и справа. Сейчас здесь все заросло. Но до Великой Отечественной войны здесь насчитывалось порядка 230 домов. Деревня по протяженности порядка 2 километров. Вот. И раньше дома стояли близко друг к другу и часто. Сейчас все заросло. Так вот представляешь, как здесь раньше было, и, конечно, жалко, что сейчас этой жизни нету в плане ее разгара. После войны здесь уже было домов поменьше. Ну, понятно, потому что и разруха, и гибель людей, населения. Было где-то 120 домов. Вот. В 90-е 85, по-моему. Сейчас не знаю, сколько, не считал, врать не буду. Но тоже, в принципе, немало. Ну, так как изначально деревня была большая, поэтому и немало. Потихонечку движемся. Здесь уже дорога получше. Такая каменка. Очень много домов переделанных. То есть раньше они были деревенские, понятно. Сейчас тут и дачники живут. Кто-то сносил дома, кто-то их переделал кардинально. Ну, это уже дело каждого. По мне, конечно, было бы хорошо, если бы изначально вид был сохранен. Но здесь уже ничего не поделаешь. Разруха в 90-е все-таки привнесла свой такой негативный вклад. Сейчас мы, товарищи, объедем. Как я сказал, деревня большая, и в принципе вот из тех деревень, которые мы смотрели для покупки дома, это самая большая деревня. Ну, историю ее вот я изучил, но опять же вот вплоть до военного времени. Вот, что здесь было при царе, потому что на картах, на старых
царских времен я не нашел эту деревню. Не знаю, была она, не была. Кто-то говорит, что был. Вот соседка у меня говорит, что будто бы была эта деревня. Не знаю, я вот изучал и что-то так не увидел ничего. Может быть, не те карты смотрел. Здесь у нас мы видим валуны лежат, но это специально положили, потому что здесь в летнее время много детей, вот, чтобы никакие там гонщики на квадроциклах и на мопедах, не дай бог, их не сбили. Поэтому здесь приходится притормаживать, здесь вот так вот кордон такой буквой ЗЮ, и объезжать. Все чистенько, аккуратненько. Конечно, вот старые дома деревенские, которые там не заброшены, они все-таки радуют глаз. Вот, а уже переделанные, ну, лично мне, не знаю, мне не нравится. Я бы оставил там максимально приближенный к деревенскому виду. Особенно, когда сайдингом обделывают, и я вот это вообще не понимаю. Вроде бы выезжаешь на природу, ищешь дом в деревне, там, ну, если для покупки. Ладно, там СНТ, а деревенские дома, ну, по мне, я считаю, что должно быть все как минимум там из дерева сделано. А жить там, выезжать на природу, даже если ты дачник, и жить там в доме, обитым пластиком, который не дышит. Лично мое мнение, я этого не понимаю. Может, кто-то со мной не согласен, но ни с кем спорить не собираюсь. Вот мы проехали, если вы видели, поворот направо. К сожалению, не остановился, не заострил внимание. Это поворот в соседнюю деревню. Она порядка 2,5 километров от нас. Это уже Ярославская область. Вот здесь заезжаю я, то есть, ну и все остальные жители, потому что через Ярославскую область ездят, когда уж тут совсем плохо. Вот, потому что получается крюк. Здесь, конечно, быстрее. Вот это уже начинается часть начала деревни. Это уже вот моя как бы сторона. Вот. Ну, мне вот эта сторона больше нравится, чем та. Не знаю, может быть, потому что здесь все-таки, как я говорил, больше деревенских домов оставлено. Мне нравится больше. Хоть они тоже тут переделанные. Ну, ладно, крышу там сделать. Но, опять же, сайдинг. Вот когда там деревцем, даже пускай вагончик обито, уже по-другому смотрится. Виды, конечно, красивые. Особенно, когда газон подстрижен, все аккуратненько. А еще, когда солнышко светит, вообще кайф. Ну и здесь есть дома, которые перестроены по новой. Старые снесены. Как я говорил, значит, деревня большая. Здесь в свое время, по-моему, до 80-х годов был совхоз или колхоз. Много, то есть, здесь рабочих было. В том плане, что практически все, наверное, работали в этом колхозе. Почти в каждом доме была скотина. То есть здесь, соответственно, для скотины все это выкашивалось. Ну, раньше, потому что я здесь общался с местными жителями, кто здесь как бы с детства, да, там сюда приезжает. У меня, допустим, сосед там наискосок, он здесь с детства. Он еще говорит, помню, здесь еще все выкашивали, потому что почти в каждом доме была корова. Нужно сено заготавливать. Везде, в принципе, было скошено. И вид, конечно, был другой. Сейчас очень много заросшего. Здесь скошено, конечно, приятно смотреть. А вот так вот, здесь заросший, уже вид не такой. Ну, тут кошки у кого-то. Так, мы уже подъезжаем к моему дому, к моим соседям напротив. Вот справа тут живет постоянная жительница баба Валя. Она тут с рождения.
То есть откуда я знаю, что моему дому... Ну вот мой дом, ну, кто видел, да, ну, сейчас я не буду уж показывать на машине, камеру не повернешь. Вот, сейчас доедем до конца деревни. Почему я знаю, что моему дому больше 100 лет, я у бабы Вали спрашивал, она говорит, что я этот дом, то есть с рождения помню, то есть он говорит, до моего рождения точно, говорит, ему больше 100 лет, это точно. Вот, баба Валя здесь живет всю жизнь. Вот практически конец деревни, ну не практически, он и есть. Здесь хоть деревенские дома. Сейчас мы развернемся и подъедем к моему дому. Вот, там дальше раньше было поле, тоже там и коров пасли. В общем, жизнь раньше кипела. Сейчас жаль, но, к сожалению, в основном дачники. Ну ладно, хоть постоянные жители есть, и то хорошо. И на этом спасибо. Вот мой дом.